Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов под названием «Трудяги», где мы с вами поначалу вспоминали, какие автомобили трудились на дорогах Советского Союза, но собирать только те автомобили, которые видел вживую или которые встречались на дорогах в Союзе, на мой взгляд, слишком просто, скучно и банально, поэтому сегодня мы рассмотрим иномарки. И, кстати, некоторые из этих автомобилей тоже встречались в Союзе. Правда, их было очень небольшое количество, и до сегодняшних дней сохранились буквально единицы. И здесь представлена продукция Premium Classics. Это по большому счету перепаковка моделей от Start Scale Models, только рассчитанная на европейский рынок, и отличается только упаковка, цена и иногда цвет масштабной копии. И я заметил то, что некоторые модели от Premium Classics также стали мелькать в российских интернет-магазинах, и цена на них значительно ниже, чем в Европе. Так что, если вы живете за пределами Российской Федерации и хотите в свою коллекцию подобную модель, лучше ищите ее в России, и с доставкой модель вам обойдется значительно дешевле, чем в Европе. И первый грузовичок, с которого мы начнем сегодняшний видеообзор, это грузовой капотный бортовой автомобиль Magirus 290D. Такие машины встречались в Советском Союзе, в основном самосвалы, и у SSM и Premium Classics также предлагался самосвал в оранжевом цвете, но эту модель я не приобрел в свою коллекцию по простой причине: на нее был большой ажиотаж и машины быстро исчезли с продажи, поэтому решил взять обычный классический бортовой грузовик в сером цвете. И на мой взгляд, у Premium Classics более удачная схема окраски. У SSM такой грузовик был с оранжевой кабиной, кислотным зеленым кузовом и красной рамой и колесными дисками. И такое сочетание мне нравится больше. Модель вполне нормальная, у нее хорошее качество проработки, и в Европе обычно эти грузовики продают за 80-90 евро. И если сравнивать эту продукцию с конкурирующими брендами, Elegor и другими, то это вполне хорошие, достойные изделия. Правда, конечно, есть и упрощения, и не очень красиво реализованные элементы, прикрепленные на раму грузовика. О них мы поговорим чуть позже. И у этого грузовика металлическая рама и металлическая кабина. Кузов сделан из пластика, нету открывающихся элементов, интерьер кабины здесь также окрашен. Если посмотреть, то имеются различные приборы, также окрашены сиденья, хорошо сделаны дверные ручки, зеркала заднего вида, стеклоочистители на этом грузовике из фототравления и установлены тоже более-менее аккуратно. Также мне понравилось, как сделана светотехника, и водительская фара приклеена не очень аккуратно. Но на бампере виднеется защита из фототравления, и решетка радиатора на этом грузовике сделана из пластика и окрашена черной глянцевой краской. И там по печатью нанесли значок Magirus и надпись Magirus Deutz. Если посмотреть на колесные диски, то они тоже довольно хорошо проработаны. Сквозные отверстия, а вот покрышки здесь от советской техники, и точно такую же резину вы можете встретить на Кразах, Мазах от Автоистории и Start Scale Models. И, видимо, производитель здесь решил не заморачиваться и не делать отдельно импортную резину, а заказчик Premium Classics просто на это не обратил внимания. Но сами покрышки вполне детализированы, присутствует маркировка, хороший протектор, и эта покрышка подходит к этому колесному диску, если предположить, что этот грузовик эксплуатировался на территории Советского Союза. И что мне не понравилось у данной масштабной копии, это то, как сделаны топливные баки. Очень некрасивый шов на самом видном месте. Также вместо лючка топливного бака мы видим обычную нарисованную серебристую точечку. И если посмотреть на задние фонари, то они тоже нанесены просто красной краской и сливаются с красной рамой. Можно было сделать какие-нибудь стекляшки. Также есть сцепное устройство, правда, оно не функционально, и вполне хорошо проработана ходовая часть. И окрасили выхлопные
выхлопную трубу. И давайте посмотрим на следующий грузовичок. И здесь представлен автопоезд из сидельного тягача ЛиАЗ-110 и полуприцепа МАЗ-950620. Тоже вполне хорошая масштабная копия, но опять же, как в случае с предыдущим грузовиком, здесь пошли по принципу упрощения и удешевления производства. Например, поставили отечественный полуприцеп с импортным грузовиком. И у этого грузовика покрышки уже импортные, также вполне хорошо детализирована кабина, она окрашена не очень аккуратно, но все недочеты на этой масштабной копии не сильно бросаются в глаза. Установлено 3 стеклоочистителя, сиденья выделены серым цветом, хорошие дверные ручки, это пластиковые детали, также хорошо сделаны колесные диски, присутствует запасное колесо, и на этом варианте задние фонари уже сделали в виде прозрачных элементов, а полуприцеп здесь точно такой же, как у автоистории, у Start-Scale Models, просто его покрасили в более темно-синий цвет. И вот так выглядит данный автопоезд. На эти модели я делал детальные видеообзоры, поэтому особо заострять внимание мы сегодня на них не будем. И давайте покажу вам следующую масштабную копию. Это самосвал Татра 815. Тоже очень желанная модель. Когда эти грузовички поступили в продажу, то мне не удалось приобрести вариант от Start-Scale Models, но впоследствии в Европе появился такой грузовик в коробке Premium Classics. Именно тогда я и взял его в свою коллекцию. И отличий тут никаких нет. Точно такая же красная кабина, точно такой же желтый кузов. И кузов здесь подъемный, откидывается задний борт, кабина статична, но вполне хорошо проработан двигатель. И на этом грузовичке я дорабатывал зеркала заднего вида. Изначально ножки были из толстого пластика, и корпус зеркала был одним целым вместе с ножкой. А мне пришлось сделать ножки из небольшой проволочки, окрасил их в красный цвет, и корпусы зеркал я установил на ножку, и они также рабочие. Вот так выглядит данный грузовик. Вполне хорошие колесные диски, опять же покрышки здесь советского производства, резина Кама. И на этот грузовик есть покрышки от Maestro Models, правда, они довольно дорогие, и до сих пор не удалось приобрести эти покрышки в коллекцию, потому что в том месте, где я обычно делаю заказы на различные модели, этих покрышек нет в наличии. И вот так сделана задняя часть. Тоже вполне хороший грузовичок, он довольно тяжелый, потому что здесь металлическая хребтовая рама и кабина, а кузов, соответственно, сделан из пластика. И покажу вам еще одну Татру. Это модификация 128N. Грузовик в довольно симпатичном синем цвете, и такая модель также предлагалась в зеленом цвете, и зеленый вариант поставлялся со съемным тентом. Но если собирать только зеленые автомобили, будет большое темное пятно, поэтому решил взять более нарядный грузовичок. И на этой модели я поставил харьковские покрышки. Если посмотреть, здесь тоже окрашены сиденья, панель приборов, рулевое колесо, стеклоочистители из фототравления, и сквозь отверстие на капоте просматривается окрашенный двигатель. Тоже хорошо сделана рама. Задние фонари, отсутствуют регистрационные номерные знаки, и на этот грузовичок я планирую поставить советские номера, только еще не решил, какого типа. Черные с белыми буквами и цифрами или более поздние белые с черными буквами и цифрами. И напишите в комментариях, какие номера, по вашему мнению, больше подходящие под этот грузовик. И следующая модель, которую я вам покажу,
Это немецкий военный грузовик MAN 630. И эта модель тоже от Premium Classics. У SSM такой MAN предлагался в зеленом цвете. И также был грузовик с надстройкой в бежевом цвете. И это была медицинская машина. У меня второй вариант тоже в классическом темно-зеленом цвете. У этого грузовика съемный тент. Опять же, кузов изнутри никак не проработан, но если грузовик стоит на полке с тентом, то это небольшая недоработка. И опять же были нарекания в плане покраски грузовику, и также мой экземпляр с некоторыми дефектами. Здесь на водительской двери есть пятнышки клея, отпечатки китайских пальцев, и на моем варианте было сломано зеркало заднего вида. Я его уже подклеивал, нужно только подобрать краску и подкрасить места ремонта, чтобы ремонт не сильно бросался в глаза. Установлен регистрационный номерной знак, также присутствуют габаритные усы, и в плане дизайна это не самый красивый грузовик, но модель тоже имеет место быть на вашей полке, если вы собираете различную военную технику. Хорошо детализированы покрышки, колесные диски, также довольно много различной мелочевки. Небольшие канистры, также противоподкатные башмачки, присутствует топливный бак. И у этого грузовика вполне хорошо сделана светотехника. И также здесь виднеется сцепное устройство, правда, на этом варианте оно тоже не рабочее. И давайте поставим грузовичок на задний план и покажу вам еще одну похожую модель, только с другой надстройкой. И этот грузовик мне понравился больше, чем классический бортовой вариант. И если вы думаете, какую из моделей приобрести в коллекцию, берите лучше такой вариант. Здесь на надстройке есть различные мелкие детали, топорик, кирка. Также, если посмотреть, на правой стороне установлена небольшая лопатка. Точно так же детализирован интерьер кабины. И эта модель чуть лучше в плане качества покраски и сборки. Точно такие же колесные диски, точно такие же покрышки. Надстройка здесь из пластика. Опять же, есть некоторые упрощения, но за эту цену более чем нормально. С учетом того, что такие грузовики больше промышленным способом никто и не выпускает. И вот такая вторая модель. Можем поставить ее рядышком с классическим грузовиком. И давайте покажу вам еще одну масштабную копию. Это Tatra T148. И этот грузовик из серии военной техники Национальной народной армии ГДР тоже делал на некоторые модели из моей коллекции детальные видеообзоры. И покажу вам в будущем еще пару грузовичков, которые я не демонстрировал на этом канале. Тоже вполне хорошая масштабная копия. У нее металлическая кабина, металлическая рама. Кузов сделан из пластика, но из-за того, что рама довольно компактная, эта модель весит относительно немного. Тоже как раз можно заглянуть вовнутрь кабины, виднеется раскрашенная панель приборов, также мелкие дверные ручки, сделанные из пластика. Вполне хорошо сделана решетка радиатора. На этом грузовике уже лучше реализована светотехника с рассеивателями, серебристой подложкой и установлены дворники из фототравления. И также можно посмотреть, как сделаны покрышки. И эти модели вполне, еще раз повторюсь, удачные, хотя очень сильно страдает качество покраски и сборки. И пишите ваши комментарии, какой из показанных мною грузовиков вам понравился больше всего. Какие модели есть в ваших коллекциях, какие грузовики вы планируете приобрести и что вы думаете о иномарках от бренда Startskil Models и Premium Classics. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!